Эта ночь все решит. Давай посмотрим вместе новый расклад Таро для мужчин. Как всегда, с вами Вика. Давайте-ка посмотрим, что же это за женщина с вами проведет ночь. Как всегда, настраивайтесь на расклад. Для энергообмена ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал, делитесь видео с друзьями и смотрим, в каких энергиях вы находитесь. А для записи на личный расклад и на диагностику негатива телефон под видео. Вы человек настолько справедливый, что, наверное, я думаю, в вашем окружении более таких вот дисциплинированных, таких правдолюбов, правдоборцев, наверное, нет. Вы очень выделяетесь тем, что вы немножко не такой, вы слишком, наверное, порядочный, что ли. Вы стараетесь жить по совести, поступать по совести. Это касается не только взаимоотношений с людьми, но это касается и работы, вообще каких-то таких частных бытовых случаев. Старайтесь все делать с душой и сердцем, да? Вы имеете много талантов, много чего можете добиться, и даже, может быть, сейчас еще кто-то из вас мечтает развивать, может быть, какие-то качества в себе, да, может быть, кто-то пытается еще поступить там на второе, на третье высшее, да, вы интересуетесь многими вещами. Вам, может быть, даже с детства говорили, что ты такой любознательный, да, хоть и ребенок когда-то вы были, но вы остались все таким же в каком-то смысле наивным, наверное, ребенком, да? Хоть вы и сильные мужчины, но есть некая такая наивность, мечтательность в вашем характере. Были случаи в вашей жизни, у кого-то один раз, да, у кого-то это может не единожды повторяться, что вы либо же уходили, да, расставались с женщиной, любя. То есть это не была такая острая любовь, которая была в начале отношений, а то есть вы не разлюбили, да, еще чувства остались, но пришлось по каким-то причинам, да, либо же уйти, либо же, скрипя сердце, но все-таки захлопнуть эту историю вашей жизни. Здесь, скорее всего, обман, да, здесь конфликты, здесь точка поставлена в этих отношениях, довольно болезненный был развод. У кого-то может проиграться, что болезненные, даже, может быть, последние месяцы либо годы были совместного проживания. Сказать, что у вас есть такие прям большие финансовые проблемы, я точно не могу, учитывая то, что это общий расклад, я скажу так, в большинстве своем, да, из вас, не имеют финансовых проблем. Денег много не бывает, да, есть хорошее такое выражение, но, в принципе, я бы сказала так, судя по тому, что я вижу, большинство из вас зарабатывает, либо же достаточно, да, пусть это будет золотая середина, но есть даже те, кто выше среднего, имеют довольно неплохие доходы. Кто-то даже, может быть, либо имеет две работы параллельно, да, совмещаете. Кто-то, может быть, подрабатывает. Это может быть даже подработка своими руками, знаете, как по соседям ходят, там, по друзьям, приятелям, знакомым, да, там, одинокие женщины, у всех есть по соседству. И то есть таким образом тоже вы можете подрабатывать. Давайте сделаем маленький опрос по этому поводу. Напишите в комментариях, все пишите, это очень важно, ребят, вы знаете, и для канала, для продвижения канала видео. Чем больше вашего актива, тем лучше, да, и, конечно, я всегда с удовольствием читаю ваши все истории. Напишите в комментариях, у вас одна постоянная работа, либо же две, либо у вас подработка еще есть. Каким образом, да, вы получаете, может быть, свои доходы. Ни в коем случае я никому не лезу там в карман, мне не нужна сумма, которую вы получаете. Просто мне интересно, да, действительно, у многих срезонирует, что у вас либо подработка и основная работа, либо же две параллельные работы. Мне эти моменты просто интересны. Либо же одна стабильная, уже там годами, десятилетиями, может быть, у кого-то такая работа есть. Кто-то из вас планирует какую-то поездку, может проиграться, либо же уже вы в поездке, либо в ближайшее время в поездку будете ехать. Это может быть как рабочая поездка,
так и совмещение такое, да, вот работа плюс еще отдых небольшой. Так, что еще о вас мне поведает Таро? Коротко посмотрим. Ну, жезловый король живчик активный. Очень часто, между прочим, вы у меня выпадаете жезловыми королями. Это о чем говорит? О том, что вы люди движения, да? Вот вы не лежебоки, вы точно не будете валяться долго на диване и бездельничать. Ревнивцы, страстные, такие деятельные, очень энергичные, полны сил. Ну и, конечно же, классные любовники. Но вот мне показано, что хоть вы такие классные, да, хоть в интиме, хоть по жизни, но тем не менее, вот личная жизнь вас огорчает на сегодняшний момент. Вот огорчает. Знаете, как будто женщины, которые к вам, ну, то ли липнут, либо же с которыми вы общаетесь, там пытаетесь как-то познакомиться, они, ну, как будто продуманные, да, либо же корыстные, вот им нужна выгода, они не стремятся к серьезности, они какие-то такие, легкие, легко ориентированные, да, вот, легкодоступные еще могут у кого-то проиграться женщины, да, то есть которые довольствуются вот какими-то легкими романами. И вас это особо не впечатляет, потому что вы вот хотите стабильности, вы готовы вкладываться в отношения. Да? Кто-то сейчас уже, в принципе, недавно, вот как мне показано, недавно, может быть, начали отношения, но еще есть некие сомнения, да, потому что тоже женщина может вам казаться, ну, такой вот, не очень, может быть, серьезной, может быть, где-то такой наивной, ну, то есть вы еще можете присматриваться. Ну и давайте-ка посмотрим, что же за ночь все решит. Да, мне прям самое интересно, с кем же эта ночь будет. Кто к нам пришел сегодня на расклад? Так, ну, конечно же, это женщина, которая может показаться вот на первый взгляд вам, ну, достаточно такой, опять же, из той серии, которую я только что озвучила, может казаться женщиной несерьезной, такой вот, ну, не то чтобы на одну ночку, а женщина для легких отношений. Когда вы познакомитесь, вы точно не будете думать о семье, о браке, там еще о чем-то, да? Она вам покажется даже вот сродни манипуляторшам. Это будет знакомство очень неожиданное, ребят. У кого-то может проиграться, опять же, связано либо же с какими-то рабочими моментами. Не обязательно, это не работа. И поскольку это общий расклад, в принципе, я не привязываюсь к месту знакомства. Но может проиграться у кого-то, что вот как-то связано с работой. Это может быть у кого-то клиентка, у кого-то по дороге на работу, у кого-то по дороге с работы. Может быть командировка. То есть я специально даже не привязываюсь. Это не личный расклад. Но женщина, которая вот все-таки, знаете, вот она вас зацепит именно вот внешностью, фигурой, а поскольку все мужчины, конечно же, обращают внимание на интересных фигуристых женщин, вот что бы мужчины ни говорили, вот что бы вы ни писали, ну, все знают мужскую природу, да? Лучше быть с красоткой, чем с крокодилом, ну, правда? И, в общем-то, кто-то может со мной поспорить даже в комментариях. Внешность важна. Вот ну, я не знаю, вот как вам еще это доказать, потому что иногда вот вы мне пишете, да нет, главное душа. Ну, крокодил с душой, ну, никогда еще ни одного человека не прельщал. Ну, правда, ребят? Поэтому вот она вас цепанет. Вы, как я уже сказала, не будете поначалу о чем-то грандиозном, серьезном думать. Опять же, будете присматриваться, будете почему-то считать, что может быть, даже это будет такой легкий романчик. Причем здесь можете даже пороманить те, которые на романы, в принципе, не рассчитывают. Потому что, смотрите, поскольку, вот как я уже сказала, вы довольно серьезные люди, да, такие вот для серьезных отношений, но вот она вас настолько зацепит своей внешностью, что вы, даже те, которые
не приемлю, да, никаких романтиков, вот вы все-таки дадите слабинку, вы поведетесь. Это будет страстная история. Те, которые поведутся из вас, да, вот это будут такие чудеса на виражах. Это будет женщина горячая во всех смыслах слова. Но вы вот пойдете в эти отношения сначала, вот как я уже говорила, именно полагаясь на романтику, да. С ней будет интересно, с ней будет страстно, забавно, с ней можно дурачиться, но в то же время вы будете замечать и ощущать вот некие такие вот женские хитрости по отношению к вам. Женские манипуляции могут быть. Ну, это такие позитивные манипуляции, но вы будете это понимать, но закрывать глаза. Про себя так можете улыбаться, ухмыляться и думать, ну, типа того, девочка, ну, давай, чуди, чуди, я ведь тебя прекрасно вижу и понимаю. Но поскольку вот именно она вас возьмет и внешностью, а впоследствии еще здесь проиграется, что и интимом может взять, поскольку она довольно неплохая любовница, как я уже говорила, горячая, страстная, с ней можно экспериментировать, с ней можно чудить, в этом плане все что угодно. Все, чего вы раньше могли не попробовать с другими женщинами, это очень немаловажно. Вы знаете, что мужчины порой носят какую-то такую эротическую фантазию у себя в голове много-много лет, да, просто потому что вот женщина, которая рядом, она не хочет этого, да, вот она этого не приемлет, кто-то брезгливый, кто-то еще какой-то. Но вот с этой вы точно сможете воплощать все, что угодно. Но, что самое интересное, даже когда вы будете на 100% уверены, что да нет, это романтик, это просто интересная, там красивая, страстная женщина, но пройдет совсем немного времени, и вы почувствуете, что все, вы начинаете залипать, пропадать, вы начинаете влюбляться. Поэтому будьте готовы, даже те, которые не романят, даже те, которые уже ни во что не верят, вы начнете влюбляться. Причем эта женщина, вот она изначально, да, она ведь тоже не будет задумываться там про семью, про что-то серьезное. Но как-то оно у вас пойдет все обоюдно. Это не будет такая, знаете, какая-то история затянутая, что ли. Она будет, во-первых, очень-очень так стремительно развиваться. Эти отношения будут, ну, довольно скоростными, наверное, я бы их назвала. Настолько скоростными, что вы оба почувствуете со временем, что, в общем-то, вы не можете друг без друга, что каждая ваша разлука, расставание, да, вот даже там на день, на два, ну, довольно болезненно вам будет даваться. Разлуки будут, ну, у кого-то в силу работы, у кого-то в силу каких-то других обстоятельств, да, там либо вы, либо она можете куда-то отлучиться, поехать, там, либо рабочие моменты. Поэтому будете понимать, что, будучи на расстоянии, вы за ней все больше и больше скучаете, вас к ней тянет, да. И, ну, как я уже сказала, вы поймете очень быстро, что, ну, все, придется эти романтические отношения переводить немножко в другое русло, более серьезное. Она, в общем-то, почувствует подобные ощущения. Точно так и будет тянуть к вам. Хотя изначально тоже думала, ну, будет роман, да, вот красивый роман с таким классным мужчиной. Но, опять-таки, у нас выпадает и карта брака, да, и карта довольно большого такого шанса на свое личностное счастье. То есть вы с этой женщиной, казалось бы, вот будете знакомиться, да, вот с одной целью пороманить, кто-то отвлечется просто, да, потому что одиночество, не хочется домой возвращаться в одинокий дом, там, либо в квартиру, да, и вот просто пустите все на самотек. Но судьба имеет немножко другие планы и на вас, и на нее, и эта женщина может стать, ну, вашей такой судьбоносной. Будет любовь, ребят, будет любовь, причем любовь очень красивая, очень романтичная, очень страстная. Можете даже что-то такое чудить, чего не делали раньше. У каждого это свои чудеса, да, мы не привязываемся, но вы как будто, знаете, как будто душой, а может быть даже кто-то и телом, как помолодеете.
вот будет ощущение, как будто вы сбросили 20 лет с этой женщины. Настолько вот вы окунетесь в этот мир любви, мир чувственности, да, мир таких ярких красок, потому что ваша жизнь станет намного ярче, намного веселее, намного позитивнее. Вам будет о чем поделиться со своими друзьями, приятелями, это точно. Но особо вы делиться поначалу не будете, потому что, опять же, если сразу вы для себя будете решать, да, ну это очередной роман, что там хвастаться, вот, ну в таком ключе, да, что там особо рассказывать. Но когда поймете, что это все по-серьезному, здесь вы, конечно, немножко прихвастнете и перед друзьями, может быть, перед родственниками, да, будете даже гордиться в каком-то плане этой женщиной. Я не скажу, что она будет прям у вас какие-то подарки выпрашивать, намекать, да. Будет желание самому, вот когда почувствуете влюбленность, будет острое желание самому влюбляться. Ну вот, ребят, ну, что я могу еще сказать? Снова у нас выпадает карта любви. Вот любовь, любовь, любовь. И она излечит вот ваше раненое сердце. У кого из вас сердечко все-таки еще так побаливало, да, из-за прежних историй? Вот здесь будет как раз эта страстная, страстная любовь. Вы будете больше общаться с другими людьми. У вас появятся новые компании, новые знакомства. Ну, то есть вы обменяетесь своими там друзьями, приятелями. То есть это будет одна такая большая интересная компашка. И как-то вот ваша жизнь, знаете, по ощущениям будет вообще другой. Вот она что-то такое привнесет в вашу жизнь, что вам даже то, что раньше тяготило, вам это будет в радость. Потому что появится смысл, потому что появится мотивация, потому что появится человек, с которым вам классно и комфортно. И знаете, скажу так, забегая вперед. У кого-то из вас проиграется, что будет еще период, ну, может быть, смена работы, да, ну, какой-то период такой, ну, тяжеловатый, вот именно в финансовом плане может проиграться, да, здесь может быть потеря работы, но эта женщина, вот она вас настолько поддержит в ваши такие серьезные вот какие-то кризисные моменты. Никого не пугаю, ребят, это общий расклад, ну, у всех по-разному проиграется, да, кто-то приболеет, у кого-то, может быть, действительно придется работу сменить, урежут зарплату. Это у всех по-разному, не обязательно, что у вас именно это срезонирует. Просто вот знаете, у кого это проиграется, вот когда у вас будут какие-то неприятности, эта женщина подставит свое хрупкое плечо. Эта женщина покажет и докажет вам свою любовь именно действиями. Поэтому вот эта ночь, которую вы вот поначалу вроде бы проведете, да, которая решит все, эти отношения, которые вам поначалу будут казаться, ну, это что-то легкое, там, одноразовое, может быть, кто-то даже подумает, да, либо же это коротенький романчик. Вот именно эта ночь, либо же эти ночи, это все перевернет в вашей жизни. Эта женщина все перевернет в вашей жизни и, конечно же, в позитивную, в лучшую сторону. Вот такой был сегодня расклад. Кому понравился, ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал, делитесь видео с друзьями. И всем пока!